Всем привет, ребят, я продолжаю играть в игру Raid. Это основной аккаунт, забираем награду с КБ. Если будут войдовые осколки, то, может быть, мы их даже откроем. Здесь броник продаем на плоское здоровье. Здесь у нас меч со скоростью скрит-шансом оставляем. Далее, сундук чемпиона. Здесь это продаем. И войдовых осколков фиг, да? Крит урон, скорость нам падает. Ну, наверное, я продам. Наверное, продам. Идем на ультрадского. Меняем состав. Так, меняем состав, да? По уровню. По уровню. Где тут Разан наш? Погнали в бой. Так, до обновления ключа 7 минут. У меня что-то тут КД на ключи сбилось. Ну ладно. Давай пока посмотрим, что, куда, зачем. Пробежимся по турнирам, по событиям. Так, турнир пополнения коллекции. Здесь движухи никакой нету. Мне, кстати, написали в комментариях, что если сейчас сделать слияние героев, то оно зачтется в миссиях, да? Но по факту мне слияние сейчас героя, там, любого, оно ничего не даст, поэтому смысла его делать я не вижу. Такие вот дела получаются. Вот. Ну, то есть, типа, я здесь книгу все равно не заберу, если сделаю слияние. Так, баталии на арене. Здесь я на 4-м месте. Ну, не знаю, получится второе место побиться. Пока не знаю. Сегодняшние жетоны... Я еще, по-моему, вчерашние не до конца слил. Еще сегодняшние не сливал. То есть у меня еще где-то 25 жетонов есть. Если исходить из этого, что каждый жетон я обменяю на 12 очков, соответственно, у меня будет сколько очков? Где-то 300, да? Соответственно, у меня будет 1450 очков. Ну, то есть в теории могу сейчас выйти на 1-2 место. А завтра еще с утра слить очки. Ой, с утра слить эти жетоны, да? Попробовать можно. Так, турнир Лавового рыцаря. Здесь я, по-моему, что-то сколько-то очков уже набил. Вот 848. Это фарм 25-й лавы. 25-й лавы. Ну, здесь за 1-2 место я не бьюсь. И здесь в основном нужно вот 1500 очков взять. И, возможно, даже дальше фармить не буду, да? Так, по событиям что у нас? По событиям. Завтра будет поход на подземелье. Улучшение артефактов. Здесь, в принципе, я сделал все, что хотел. Тренировка героев. Здесь надо доделывать. Но, если честно, так лень этим заниматься. Ну, надо. Посмотрим, может быть, сегодня кого-то переведем куда-то. Посмотрим. Так, ну и все получается. Больше-то показать, рассказать нечего. Потому что другой движухи нету. Войдовых осколков у меня нету. Не упали ниоткуда. Ну, здесь награда... так, не здесь. Вот здесь награду потихоньку забираю. Награда за посещение. Там сегодня вот 4-звездочную курицу забрал. А так, в целом, ждем обновления КБ. И идем его фармить. Не обновление, а обновление ключа на КБ. Так, хожу постепенно на групповую арену. Надо, кстати, активировать жетончики. Лучше сначала не эти, а лучше сначала активировать вот эти. Если что, сегодня докуплю жетоны за 15 рубинов, но пока солью вот эти жетончики. Так, это активировать, это активировать, это активировать. Сразитесь на групповой команде, на групповой арене команда из одной фракции. Это лучше сейчас сделать. Активируем жетоны. И вот здесь вот поставим мы героя из одной фракции. Так, тот бой прошел, миссию я выполнил, обновил. И вот все, вот 700 рейтинга, все, больше нету единичек. То есть оставшиеся там 200-300 рейтинга нужно набивать именно с нормальными командами, сражаясь. Это проблема. Но команды здесь тоже не самые простые, нужно понимать, да?
То есть ниже 600 тысяч практически не встречаются. Вот 585. Можно напасть. Так, только вот так вот поменяем. И вот это вот уберем. Здесь у нас идет... Так, выставим по уровню. Сюда у нас идет Принц Каймер. И, кстати, Рэя появилась, но Рэя, наверное, нет. Все же поставим сюда по стандарту Кондрофона. Рэю я все же по большей части в данже одевал. Опа, сет иммуна. Вот в предплатине отгребаешь от таких блендеров. Просто потому, что не факт, что ты их по скорости выиграешь, а защитная пачка, ну, моя не работает против них. Просто потому, что у них 3 героя в сете иммуна. А, это смотри, это... Как ее? Молли заморозила Лиссандру, а Лиссандра вернул ей штрафы. Заморозки, что ли? Как это так может быть? Как это так может работать вообще? Непонятно. Ну, в том плане, что если она заморозила, то Лиссандра уже бить не должна. Ой, а что это? Я Тормина здесь не заметил, да? Отвратительно. Я сейчас проиграю из-за того, что Тормина я не заметил. Так, давай сделаем так. Сделаем так. Этот вообще ударит, не ударит сегодня, блин. Ударил уже хорошо. Тормин контратака сработала. Так, перезарядку скиллов не будем делать, чтобы Тормин нас не заморозил. Но там его осталось добить чуть-чуть. Так что должно быть все окей. Ну вот блендер, конечно, неприятно. Там дело-то не конкретно в блендере. Там дело в том, что 3 сета иммуна плюс высокая скорость. То есть бывает и не блендер в таком же плане. В платине, в предплатине. То есть бывает и обычные команды. В таком же виде. Вот такую команду как раз-таки можно гегемоном уничтожать. То есть гегемон вешает на арбитра контроль. И все, и ты потом команду эту разваливаешь. Но гегемон еще не готов. Так, а я пошел на 5-го КБ. На 5-го КБ. Так, опять же, убираю здесь я Разана, потому что Разан себя на 5-м КБ показал очень плохо. Более-менее он себя показал на 6-м, но на 5-м лучше через Фейн играть. Так, 5-й КБ не хватило урона. Не знаю, из-за чего, я не уследил, из-за чего. Попытался добить руками, когда уже упала караулка и оккультный, но вот чуть-чуть не добил, да, то есть буквально там 300 тысяч урона не хватило. Неприятно, даже не 300, а где-то 200 тысяч. Неприятно, конечно, но что есть, то есть, да. Да, и не надо мне в очередной раз писать информацию для нубов, да, то, что любой нуб знает о том, что нужно просто выйти из игры, и тогда у тебя ключ сохранится. Понятное дело, что так нужно делать, если ты не записываешь ролики. Лично я записываю ролики, соответственно, я так делать не могу. Поэтому не надо вот эту информацию для нубов писать в очередной раз. Я об этом говорил еще только когда ввели вот эту возможность, вот эти новые системы с ключами. И каждый раз, когда мне очередной нуб, который меня там смотрит 2 недели, пишет о том, что вот надо было так сделать, ну, как-то очень это странно выглядит. Вот. Зачем я это сейчас взял? Фиг его знает. Так, пойдем, наверное, пройдем башню. В игре делать-то особо нечего сейчас, да? Ну, как нечего? Надо будет сейчас покачать корм, наверное. Так, а что у меня с обычной башней? Я прошел, что хотел. Да, я до 80-го этажа прошел. Я теперь могу на обычную башню забивать. Соответственно, мы идем, сейчас проходим трудную. Берем и проходим трудную. Так, 20 этаж я прошел, проходил руками. На время не смотрите. Заняло мне 68 минут. Ой, 68 ходов.
Так, что у нас за потайная комната здесь? Здесь темные эльфы, наверное, я пройду вот этой компанией. Погнали. Так, это пройдено. 3 частицы получили. Ну, я не знаю, он не скоро соберется, так что... Что ж теперь? Как соберется, так соберется. Так, а мне сегодня надо пофармить краску, чтобы покрасить этого дядьку, да? Давай, кстати, сходим за краской. В том смысле, что я так и не фармил вот эти данжи выше 15 уровня. Я на твинке сходил в закраской аркана выше 15. Здесь 15 я фармил 2 героями, по-моему. Да, вот этими 2 героями. Но дело в том, что я не уверен, что они ниже будут проходить. Эти 2 героя. Не знаю, что из этого выйдет. Ну, давай попробуем. То есть здесь какая у нас концепция. Мы берем 2 героев и берем корм им. В данном случае вот этих вот. Ну и посмотрим, пройдут, не пройдут. Так, 16 этаж пройден, но пройден еле-еле. То есть, возможно, стоит отказаться от такой команды и прийти, например, к команде через Ротоса или Ротосов. Давай попробуем одного Ротоса. Ну и в данном случае 3 корма пока возьмем. Так, 72 тысячи. Какой у меня лучше Ротос одет? Ну, вообще изначально был этот лучше одет, но сейчас по силе смотрю этот. Давай посмотрим здесь. Коллекция. У этого крит урон плюс 166. У этого крит урон плюс 159, да? То есть вот этот больше в крит урон одет. Но крит шанса чуть меньше. Да, вот этот второй чуть получше одет, судя по всему. Так, 17 уровень Ротос прошел. Единственное, там были у него проблемы на второй волне, но вроде справился. Давай попробуем дальше пройти. Да, на второй волне однозначно проблемы. Есть там герои, слишком много героев, которые бьют с игнором брони, видимо. То есть прям куски отлетают от него. Так, и вот я дошел до второй волны. Тут, я так понимаю, вот этот бьет с игнором брони, и вот этот бьет с игнором брони. То есть тут хп прям очень мало остается у него. Выживает на тоненького. То есть самый опасный момент это вот на второй волне как раз таки. Надо посмотреть, может у второго рота хп побольше, ему здесь будет попроще. Ну, в крайнем случае можно двоих брать. Потому что на самом боссе проблем нету. Он отжирается на боссе и спокойно разбирается со всем, что тут есть. То есть и на предыдущих этажах проблем на боссе не было, и на этом нету. То есть с боссом проблем нет. Проблем с второй волной только. Так, 19-й пройден, идем на 20-й. Слился на первой волне. Ну, не знаю, может быть из-за разряда не повезло. Давай попробуем в 2 ротуса. В 2 ротуса точно должны проходить. Да, здесь волны прошли. Ну и с самим боссом проблем не должно возникнуть. Никаких. Они оба одеты в сетвампа, если что. Если вдруг это важно. Никаких меток я не ставлю, в ручной режим не переключаюсь, то есть все проходит сами. Чистый автобой. Ну, где-то вот за минут 30 проходит. Второго миньон даже не бьет. О, 4 банки получил, ничего себе. Сразу сходу так. Ну, давай я, наверное, свожу сюда заходов 10, может быть. Посмотрим, что нападает. 10 заходов поставим, пускай походят. Так, пофармил я краску. На самом деле я тут отвлекся и уже 1000 раз забыл, что я там делал. Бывают такие вещи, когда ты отвлекаешься. По-моему, я хотел Гегемона перевести, покрасить, да? Гегемона покрасить. Где ты, мой малыш?
То есть краски... Ага, у меня этой краски нету. То есть войдовую я нафармил, а такой-то у меня краски нету. Это надо еще идти такую фармить. Ну, давай сходим. Давай сходим, тогда еще Цитадель Арканы пройдем до 20 этажа. В принципе, я предлагаю тоже взять тот же состав, 2 героя и 3 корма, и ими пройти. Так, 2 Ротоса не смогли пройти, но я прошел таким составом. Есть резон попробовать Урсалу заменить на Арбитра, и, возможно, время ускорится. Но предыдущие этажи 2 Ротоса прошли. Я не знаю почему, может быть, конечно, шанс их непрохождения был очень низкий, но факт есть в том, что я пошел первый раз 2 Ротусами и не прошел. Вот. В чем прикол сейчас? Прикол в том, что если тебе нужно покрасить легендарного героя, ты просто берешь 10-15 заходов, делаешь на 20 этаж нужной краски, и все, у тебя есть краска на покраску героя. Это круто. То есть, чтобы вы понимали, раньше для этого нужно было делать... типа слить 1000 энергии, и то не факт, что хватит еще кучу денег, чтобы потом эту банку переводить из малых банок в средние, из средних банок в огромные. Сейчас это все намного проще. Так, мне нужно активировать какую-то энергию. Какую-нибудь баночку. У меня вот здесь вот нет горящей энергии. Здесь по 2 дня. Все, вот есть что-то 1 день. Ну, давай вот это вот активируем. 100 энергии. И на нее сходим. На нее сходим. Там не очень много заходов получится. Ну, сколько получится. Так, то есть вот я сходил 7 раз всего лишь. И 7 банок огромных зафармил. Это круто. То есть теперь прям огромный респект разработчикам. Это, наверное, лучшая обнова за последнее время, которую они делали. Это вот введение 20-х башен краски. Это просто бомбическая вещь. Так, я тут на групповой арене немножко побился. Время это занимает, но... А куда деваться? Все равно нужно этим заниматься, да? В общем, сделал сколько я нападений? О, в защите, смотри, прикол. Вчера вот как защиту поставил, вообще так и не нападали больше, да? То есть после того, как я поставил нормальную защиту, вот такую вот, на меня вообще не нападают. Ну, может быть, 1 или 2 раза там нападали. Но тем не менее. А вот в атаке, собственно, вот сейчас получается 10 минут назад, 8 минут, 5 минут, 3 минуты, 40 секунд, да? То есть вот за 10 минут я провел 5 боев. Но зато все успешно. 3 победы, 3 победы, 3 победы, 3 победы, 3 победы, да? Ну и по очкам продвинулся, получается, 850 очков. И уже практически вышел в нужную зону, да? То есть, возможно... Ну, за оставшиеся 3 жетона я нифига не выбьюсь, да? Все равно еще надо будет 10 жетонов активировать. Ну, активируем, что ж теперь. Посмотрим, может быть, за оставшиеся 3 жетона выбьюсь. Просто там будет такое положение, что если 2 раза тебя выиграют, то ты скачешься в нижнюю лигу. Это будет очень неприятно. Так, вопрос, нужно ли мне сейчас красить Геймона? Я его могу покрасить, а могу не красить. Дело в том, что краску-то я нафармил. Соответственно, в теории мне этой краски должно хватить. Ну, если что, я там что-нибудь докрафчу потом, да? Вот. И на самом деле я не знаю, может и не хватит, например, белый. Дело в том, что если вдруг у нас будет какой-нибудь турнир кланов, то, соответственно, лучше красить Гегемон под турнир кланов. Потому что на нем сколько-то очков заработаем этим самым. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, вопрос в чем? У меня есть событие на кач-корма, и как мне это событие дозакрывать? Кого мне качать? Мне остался 1 день, 13 часов, и нужно сделать еще 1300 очков. На самом деле это не очень много. Просто их надо сделать. Так, а что у меня по курице? У меня есть 4-звездочные курицы, да? У меня есть 4-звездочные курицы. Может быть, я хочу какого-нибудь героя перевести на 6 звезд? В надежде, что потом я его все же прокачаю, дену и буду использовать, да? А мне даже тут корм есть в каком-то количестве, целых 2 корма, да? Можно вот этих вот пивом залить и перевести на 5 звезд. Тем самым очки себе сделать. Но там немного очков получится. А что у меня по пиву?
есть немножко, да? Просто это для меня выгодно, на самом деле, героев пивом заливать, а потом скармливать. Давай так и сделаем. Сколько очков там за 4-звездочного героя? По-моему, 3 очка, что ли, дают. Здесь вот, если вниз опуститься, написано, что повышение уровня, повышение ранга. Да, за покраску героев очки нам не дают в данном случае. 4-звездочный герой по повышению одного уровня 3 звезды. Соответственно, я одного героя повышаю с 1 уровня до 40, соответственно, даю им 39 уровней. 39 умножаем на 3, получается у нас почти 120, там 117, да, очков. Вот 117 очков на одном герое 40 уровня. Плюс перевод его на 5 звезд. Это еще 100 очков. То есть, соответственно, 217 очков на одном герое. То есть, двоих героев я делаю, и это 440 очков там получается, около того. Но это не очень много на самом деле. Да и не надо мне писать про то, что надо. Мне там корм, прежде чем скармливать, заливать пивом, тогда у тебя будет много очков. Я такой фигней баловался больше года назад, когда только начинал играть. Сейчас мне это невыгодно. Вот, да и тем более я сейчас курицу буду тратить, а не каких-то героев скармливать. Так, дальше что у нас еще? Вот этот дядька тоже идет на корм. Надо посмотреть, может быть, там есть какие-нибудь герои, которых я планирую качать из 40-х, да? Может быть, их перевести на 5 звезд. Ну, имеется в виду из эпических героев. Так, идем в повышение ранга. В них вливаем курицы. Куриц просто много. И мне сейчас максимально профитно их тратить. Так, где еще один герой? Вот. Так, ну вот у меня получается 4 курицы, по-моему, на данный момент, да? Раз, два, три, 4. Еще есть, ну, можно одну такую активировать, например. Вопрос, кого я буду переводить. Вопрос, кого? Викарл, Аббатиса. Враск. Мельга. Вот никого не хочу переводить, честно. Если здесь кто-то, кто хочет, кто желает перевестись куда-нибудь. Ну, хоть кто-нибудь, куда-нибудь. Вроде нет таких. Давай, наверное, Якарла переведем. Может быть, руки дойдут. Давай посмотрим, почитаем скиллы его в очередной раз. Собственно, атакует врага 2 раза. Каждый удар с вероятностью 20%. Накладывает заморозку на 1 ход. Вероятность можно поднять до 30%. Если заморозка действует минимум на 1 врага, игнорирует щит. Если заморозка действует минимум на 2 врагов, также игнорирует блок урона. Если заморозка действует минимум на 3 врагов, также игнорирует 30% защиты цели. Угу. Дальше. Атака по врагу с вероятностью 75% если залить книгами 100%. Раз в 3 хода. Накладываешь штраф скорость 30% на 3 хода на одного врага. И заморозку на 1 ход. Также крадет 100% шкалы хода цели, если накладывает на себя бонус скорость 30% на 3 хода. Я что думаю? У меня вот в прошлой башне была проблема с Сифи. Я вот думаю, не поможет ли он мне там, например, с этим скиллом. То есть он туда приходит, накладывает на Сифи заморозку плюс штраф скорости. Я понимаю, что Сифи на заморозку насрать, но он же еще полоску хода украдет. Вот. А потом, когда он сходит с этого скилла и Сифи законтролит, да, с следующим скиллом он сходит с этого, атакует врага 3 раза. Если на цель действует заморозка, после атаки снимает этот штраф с цели и накладывает на всех остальных врагов. После 3-го удара также атакует всех врагов, кроме изначальной цели. Если на цель действует заморозка, после атаки снимает этот штраф с цели и накладывает на всех остальных врагов. После 3-го удара также атакует всех врагов, кроме изначальной цели. Что значит после... атакует врага 3 раза. Если на цель действует заморозка, после атаки снимает этот штраф с цели и накладывает на всех остальных врагов. После 3-го удара также атакует всех врагов изначальной цели.
кроме изначальной цели. То есть он 3 раза бьет одну цель и 1 раз всех остальных. Плюс накладывает заморозку на них. Заморозка будет наложена на остальных врагов, даже если изначальная цель погибает, прежде чем заморозка будет снята. Так, пассивный эффект. Если заморозка действует минимум на одного врага, снижает получаемый урон на 10% и увеличивает собственный урон на 10%. Если заморозка действует минимум на 2 врагов, увеличивает свою скорость на 15, сопротивление на 50. Активный эффект накладывает на себя неуязвимость на 2 хода каждый раз, когда под действием заморозки попадают 3 врага. Лучше бы, конечно, он накладывал блок урона, было бы поинтересней. В общем, не знаю, хочу я его качнуть. Не знаю, насколько он мне будет полезен. Герой очень-очень специфический и зайдет, наверное, не всем. Смысл в том, что я на нем сейчас, вот я его перевожу, 300 очков делаю. Еще пивом его залью, еще очки сделаю на нем, да? Заливаю я обычно таких героев до 40 уровня. И заливка до 40 уровня еще где-то 300 очков дает. Так, все, мы его качнули. Что у нас по событию? Тренировка героев 8037 очков, да, то есть не хватает мне буквально 200 очков. Могу на них подзабить, и они как-нибудь сами сделаются, да. Хотя как они сами сделаются? Но сделаются они сами только если я пойду, например, качать героев на Минотавре, например, да. Или что-то типа этого, или кого-нибудь качну все же. Фиг его знает, если честно, как лучше поступить. Просто я не знаю, как я сейчас буду добивать, ну, типа, доливать героев пивом или чем, кого буду доливать пивом, да? Зачем буду это делать? То есть у меня есть первоуровневые герои, но пивом, то есть мне смысла их заливать нету ничем. Как-то так. Ну ладно, посмотрим. Наверное, эти 200 очков я как-нибудь добью. Так, что у меня сейчас по итогу? Турнир Лава. У меня 848 очков. Мне нужно здесь добить 1500. Я надеюсь, к завтрашнему дню я это сделаю. Дальше баталии на арене. Баталии на арене надо поактивнее посражаться. Слить сегодняшние жетоны. Все, у меня 1200 очков. На первых местах ребята сидят по 1500 очков. Вот. Я, если сегодняшние жетоны все солью, где-то вот я буду 1400, 1450, может быть, максимум 1500 очков, да, то есть за первое место будет максимально тяжело биться, и не факт, что я вообще буду биться за него. Так, дальше турнир пополнения коллекции. Здесь я больше ничего добиваться не буду. У меня здесь 4200 очков. За первое место побиться не получится. Лектом забирать я тоже не планирую. Дальше события. Завтра будет поход на подземелье. Здесь у нас идет тренировка героев. Но здесь нужно добить вот эти 5 частиц. На все остальное я забью. Не буду это делать. Улучшение артефактов я, собственно, забрал то, что хотел. Еще планировал, конечно, забрать вот это, но, наверное, не буду. Деньги нужны на следующее событие улучшения артефактов, а у меня их не очень много. Значит, что касается частиц, сколько их у меня? Сколько их у меня? У меня их слияние через частицы 45 штук пока что. Но ждем еще частиц. Так, еще знаешь, что я забыл сегодня? Купить частицы с базара. Частицы с базара. Так, во-первых, здесь есть 300 энергии. Угу. Забавно, забавно. Конкретно сейчас она мне не очень нужна. Вот в чем проблема. Ладно, давай купим. Там будем дальше разбираться уже. И вот эту штуку. Атрибут надо купить. И нужно купить вот эту штуку. Так, у меня здесь 19 тысяч слитков. Что мне здесь нужно? Мне нужно за 2 дня накопить себе 25 тысяч слитков. Но у меня будет еще завтра. Завтра будет 3000 слитков вот отсюда. Так что, надеюсь, все будет окей. Всем спасибо за просмотр. На этом я серию буду заканчивать. Да, еще по миссии. По миссии у меня здесь 5842 очка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.